Освещение в салоне было мягким, двигатели гудели приглушенно. Ряд 14, место Ди. Молодая девушка в натянутом на глаза капюшоне спала, прижимая к груди старую потертую сумку, словно в ней заключалась вся ее жизнь. Вдруг тишину нарушил голос по внутренней связи. «Дамы и господа, это говорит капитан. Если на борту есть лицензированный пилот, прошу немедленно откликнуться». В салоне послышались вздохи и шепот, по рядам прокатилась волна тревоги. Стюардессы забегали по проходам, их лица побледнели. В 14-м ряду зашевелилась та самая девушка. Она моргнула, просыпаясь, и сперва не поняла, что происходит. Пальцы судорожно вцепились в ремень сумки. Она не была обычной пассажиркой. Когда-то она сидела в кабине пилота. Но это было до катастрофы, до того, как у нее отобрали форму, и до ночных кошмаров, после которых она поклялась никогда больше не садиться за штурвал. Сейчас она просто возвращалась домой, без планов и надежд. Голос стюардессы дрогнул. «Есть ли на борту кто-нибудь с опытом пилотирования?» Пассажиры переглядывались. Кто-то зашептал молитву, матери крепко прижимали детей. В 14-м ряду сердце девушки стучало так громко, будто его могли услышать все вокруг. Ей хотелось спрятаться, позволить другому шагнуть вперед. Но никто не сделал этого. Она почти слышала голос своего бывшего инструктора. «Полет — это не про тебя. Это про жизни, которые доверены тебе». С трудом подняв руку, она произнесла: «Я пилот». На нее обернулись десятки глаз. В их взглядах смешались сомнения и надежда. Девушка поднялась и, сдерживая дрожь, последовала за экипажем. В кабине капитан без сознания обмяк в кресле, сраженный внезапным приступом. Второй пилот в отчаянии пытался удержать управление, пот струился по его лицу. Увидев ее, он выдохнул с облегчением. «Ты знаешь эту машину?» Она взглянула на приборную панель. Та же модель, на которой она летала раньше. Горло перехватило, но она кивнула. Штурвал оказался в ее руках. Снаружи бушевал шторм, молнии рвали небо, турбулентность подбрасывала лайнер, словно игрушку. Внутри ее разъедал страх. А если снова потерплю неудачу? А если погублю и их? И вдруг она услышала в памяти тихий шепот своей напарницы. «Доверься рукам, доверься сердцу». Она послушалась. Пассажиры не видели, что происходило впереди. Для них это были лишь резкие падения, тряска, гнетущая тишина, когда весь салон замер в ожидании. А затем скрип колес о взлетную полосу. Самолет выровнялся. Они приземлились. Салон взорвался криками облегчения. Люди плакали, обнимались, благодарили Бога. А она сидела в кабине, глядя на свое отражение в темном стекле. Слезы текли по щекам. Впервые за долгие годы ее не преследовали призраки. Когда двери открылись, пассажиры стали выходить. Но многие остановились, приложив руки к сердцу, и шептали: «Спасибо». Маленькая девочка с плюшевым мишкой потянула ее за рукав и спросила: «Ты теперь наш капитан?» Женщина опустилась на колени, улыбнувшись сквозь слезы. «Нет, милая, я просто пассажирка, которая проснулась». Девочка обняла ее крепко-крепко. Позже, выходя из терминала, она поняла главное. Жизнь иногда заставляет нас подняться, когда мы меньше всего этого ждем. Она села в самолет как беглянка от своего прошлого, а вышла из аэропорта с высоко поднятой головой, готовая снова лететь. Потому что мужество не в том, чтобы никогда не падать духом, а в том, чтобы вставать тогда, когда другие нуждаются в твоем крыле. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.